Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире и начну с важнейшей новости, которая, я бы сказал, громом среди ясного неба прозвучала во Франции. Решение суда резко ударило по Марин Ле Пен, лидера правонационалистической партии под названием «Национальное объединение». Французский суд признал ее виновной в фиктивном трудоустройстве сотрудников в Европарламенте и вынес жесткий вердикт. Марин Ле Пен лишена права баллотироваться на выборах в течение 5 лет, что автоматически закрывает ей дорогу к участию в президентской гонке 2027 года. Суд Парижа не только запретил Ле Пен занимать выборные должности, но и назначил ей 2 года тюремного заключения с ношением электронного браслета. Еще 2 года были условно приостановлены, а дополнительно Ле Пен обязали выплатить 100 тысяч евро штрафа. Но это не единственное наказание. Общий ущерб от финансовых махинаций оценивается в 2,9 миллиона евро. Согласно вердикту, Марин Ле Пен лично причастна к хищению 474 тысячи евро государственных средств. Ситуация в зале суда была напряженной. Когда судья начинала зачитывать окончательный вердикт и делала приговор, Марин Ле Пен не стала дожидаться окончания заседания и демонстративно покинула зал суда. Этот шаг выглядел как попытка избежать публичного унижения. Однако, по мнению экспертов, шансов на успешное обжалование у Ле Пен крайне мало. Теперь перед национальным объединением встает главный вопрос – что делать дальше? Лидер партии оказалась под ударом, а ее участие в президентских выборах стало невозможным. Этот вердикт кардинально меняет расклад политических сил во Франции и может освободить дорогу для новых фигур в ультраправом лагере. Возможно, обжалование судебного решения становится ключевой темой для Марин Ле Пен и ее сторонников. Однако сам факт такого разгромного приговора – настоящая катастрофа как для партии «Национальное объединение», так и для ее политических амбиций. Во Франции временное отстранение от выборов является обычной практикой при осуждении политиков за коррупцию или злоупотребление властью. Тем не менее, именно этот случай вызывает резонанс. Марин Ле Пен обладает широкой поддержкой среди всего населения Франции, и потому даже умеренные политики выражают сомнение, что столь жесткое наказание является справедливым. Они опасаются, что этот вердикт будет воспринят как попытка политической расправы и спровоцирует новую волну протестов. Сама Марин Ле Пен считает вынесенный ей приговор частью целенаправленной кампании против нее. В ответ на требования прокуратуры о немедленном запрете на участие в выборах она резко заявила, цитата: «Это мой политический смертный приговор, который хотят привести в исполнение немедленно. И я убеждена, что именно это изначально было целью всего процесса». Несмотря на вынесенный приговор, ожидается, что Марин Ле Пен подаст апелляцию. Это запустит долгий процесс судебного разбирательства, который может растянуться на годы. Однако на данный момент она все еще сохраняет мандат депутата и продолжает возглавлять фракцию Национального объединения в парламенте. В центре громкого судебного процесса обвинение в хищении государственных средств. Суд, вы знаете, установил, что партия «Национальное объединение» получала финансирование из бюджета Европарламента на содержание парламентских помощников, которые, как выяснилось, на самом деле работали на саму партию, а не в рамках своих официальных обязанностей. Этот скандал преследовал Марин Ле Пен и ее партию в течение многих лет, и теперь он обернулся для нее суровым приговором. Как будет развиваться ситуация дальше, зависит от апелляционного суда. Однако здесь очевидно, что этот удар может кардинально изменить расклад сил во французской политике. Судебное разгромное поражение для Марин Ле Пен и ее команды произошло просто-напросто в крайне неудобный момент. Ее партия «Национальное объединение» уверенно набирала политический вес в последние годы и сейчас представлена в парламенте так мощно, как никогда ранее. Хочу заметить, что еще в 2018 году Марин Ле Пен приняла стратегическое решение, она отказалась от излишне радикальных лозунгов, которые были характерны для Национального фронта, который был основан ее отцом Жан-Мари Ле Пеном. Именно тогда она переформатировала партию в национальное объединение и взяла курс на умеренность, чтобы привлечь широкие массы избирателей. Этот шаг принес успех. За последние годы партия значительно укрепила свои позиции и стала серьезным игроком во французской политике. Однако теперь судебный скандал угрожает всему, что было выстроено за последние годы.
Перед началом судебного разбирательства планы Ле Пен выглядели более чем амбициозно. В случае ее победы на президентских выборах 2027 года следующим шагом должно было стать закрепление успеха на парламентских выборах. Партия «Национальное объединение» рассчитывала получить большинство в национальном собрании, что позволило бы назначить Жордана Бареллу премьер-министром. Я, друзья, напомню, что Барелла – правая рука Ле Пен, молодой и харизматичный политик, который уже давно считается ее возможным преемником. Теперь, когда судебный процесс поставил под вопрос политическое будущее Ле Пен, остается неясным, кто возьмет на себя лидерство в партии. Останется ли Жордан Барелла кандидатом на пост премьер-министра, или же он теперь будет вынужден бороться за президентское кресло вместо своей наставницы. Ключевым обвинением против Марин Ле Пен и ее партии стало нецелевое использование средств Европарламента. Ей инкриминируют, что партия «Национальное объединение» получала государственное финансирование на парламентских ассистентов, которые на самом деле работали не в Европарламенте, а на саму партию. Ле Пен заявила, цитата, «Я не чувствую, что совершила хоть малейшее нарушение закона». Однако вместе с ней признаны виновными еще 8 депутатов Европарламента от ее партии, а также 12 сотрудников, работавших в качестве помощников. Этот процесс уже нанес серьезный удар по репутации партии «Национальное объединение», но главное, он ставит под вопрос возможность Ле Пен участвовать в выборах. Теперь вся политическая сцена Франции замерла в ожидании, будет ли обжалован приговор и как отреагируют сторонники Ле Пен. Друзья, я буду следить за этими резонансными событиями и сразу вам сообщать изменения. А следующая важная новость – это напряжение между Дональдом Трампом и Зеленским. Президент Украины срывает сделку по редкоземельным металлам. В последнее время Дональду Трампу не дает покоя ни его переговорная позиция с Путиным, ни отношения с Зеленским. Обе эти темы стали для него источником серьезного раздражения, и он не скрывает своей тревоги. На борту Air Force One президент США высказал опасения, что украинский лидер может сорвать ключевое соглашение по добыче редкоземельных металлов. Этот контракт рассматривался как важнейший шаг по регулированию конфликта в Украине. Цитата. «Я вижу, что он пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам», заявил Трамп, имея в виду Зеленского. И затем он добавил фразу, прозвучавшую как явная угроза. И если он это сделает, у него будут проблемы. Большие. Очень большие проблемы. Конец цитаты. Еще 20 марта, друзья, выступая в Белом доме, Дональд Трамп объявил, что подписание соглашения по редкоземельным металлам – вопрос ближайшего времени. Цитата. «Мы вот-вот подпишем соглашение о добыче полезных ископаемых редкоземельных металлов и многих других ресурсов в разных точках мира, включая Украину», подчеркнул он. Украина действительно, друзья, обладает колоссальными залежами редкоземельных металлов, примерно 5% от общемировых запасов. Однако их разработка осложнена несколькими факторами. Во-первых, многие месторождения находятся в оккупированных Россией регионах. Во-вторых, инфраструктура для добычи этих ресурсов в Украине пока слабо развита. В-третьих, соглашения Соединенных Штатов Америки могли бы позволить Украине получить технологии и инвестиции, необходимые для освоения этих богатств. Таким образом, переговоры по минеральным соглашениям шли давно, однако еще в конце февраля все пошло не по плану. Тогда, во время встречи в овальном кабинете, произошел громкий скандал. Трамп и его вице-президент Джей Ди Венс открыто обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении по отношению к Соединенным Штатам Америки, которые предоставляют Украине огромную военную помощь. Это вызвало небывалый резонанс, и соглашение, которое почти было готово к подписанию, сорвалось в последний момент. Через несколько дней после конфликта в Белом доме Зеленский публично подтвердил, что готов подписать данное соглашение. Согласно информации украинских властей, контракт США предусматривал: первое – совместную добычу полезных ископаемых на территории Украины. Второе – распределение прибыли между двумя странами. И третье – создание специального фонда, куда будут поступать доходы от сделки. Однако Владимир Зеленский настаивал на том, что документ не содержит четких гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки. Для Трампа же этот договор имел другое значение. Он считает его не просто экономическим соглашением, а формой компенсации за многомиллиардную военную поддержку, которую Соединенные Штаты Америки оказывают Украине. Теперь главный вопрос. Сможет ли Зеленский удержать свою позицию, или же он будет вынужден подписать контракт на условиях Соединенных Штатов Америки?
Представители Соединенных Штатов в последние дни, как вы знаете, провели встречи с российской и украинской сторонами в Саудовской Аравии, пытаясь найти компромисс по временной приостановке боевых действий. В результате этих консультаций удалось достичь предварительной договоренности о 30-дневном прекращении огня, которое должно распространяться на энергетическую инфраструктуру и акваторию Черного моря. Однако Москва выдвинула новые условия, сделав реализацию договоренности неопределенной и нестабильной. Российские власти уже не раз использовали подобную тактику, сначала соглашаясь на временное прекращение огня, а затем выставляя дополнительные требования. Тем временем Дональд Трамп не сдерживал своих эмоций и в жестких выражениях высказался о поведении Владимира Путина в ходе телевизионного интервью. Беседа, прошедшая в эфире канала NBC в воскресенье, вызвала бурную реакцию. Цитата: «Я очень зол и в бешенстве», заявил Трамп, комментируя последние действия российского президента. Он также предупредил о возможных экономических мерах, направленных против российской нефтяной отрасли, что рассматривает введение непрямых торговых пошлин на покупку российской нефти. Причиной столь резкого недовольства Дональда Трампа стали новые заявления Владимира Путина, в которых российский лидер ставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Кремль, вы знаете, уже несколько лет продвигает риторику, согласно которой Зеленский нелегитимный лидер, а Украина управляется внешними силами. Однако нынешняя волна нападок со стороны Путина явно вывела Трампа из себя. В ответ он анонсировал новые переговоры с российским президентом, которые, по его словам, должны состояться буквально в ближайшие дни. Что именно будет обсуждаться, пока не уточняется, но ясно одно: Трамп не намерен оставлять действия Путина без ответа. Друзья, теперь ваша очередь высказывать мнение. Как вы оцениваете этот приговор Марин Ле Пен? Считаете ли вы его справедливым или это политический заказ? И что думаете по поводу напряженности отношений между Дональдом Трампом и Зеленским? Пишите в комментариях свои мысли по каждой новости. Давайте разбирать ситуацию вместе. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!